Всем огромный привет! Сегодня я просматривала все свои фиалочки на наличие пасынков. Некоторые сорта дали пасынки, которые наиболее ценны для меня, сорта новинки. Поэтому я их отделяла, укореняла. И чуть позже вставлю фрагмент, как я вообще работаю с пасынками, как их нужно удалять. Вот, чуть позже будет фрагмент наглядный, все о пасынках. А пока хочу показать первое цветение фиалки Джорджия Дадаян. Очень мне понравился сам окрас цветов. Цветы очень крупные, махровые, розового цвета с яркой малиновой каймой в виде такого напыления. И проходит в начале цветения гофрированная рюшка зеленого цвета. Вот здесь более хорошо видно. Такая вот зеленая кайма. В конце цветения она исчезает, а в начале держится хорошо, более заметно. Сейчас сфокусируется, вот по краям лепесточков виден зеленый кантик. Понравился мне сам окрас цветов, но вот в конце цветения цветы ложатся на розетку. Это мне, конечно, не очень нравится. Получается, цветоносы не выдерживают огромные цветы, и поэтому вот так развалились по всей розетке. Ну, посмотрим. И сейчас я вставляю фрагмент, как я укореняю, отделяю пасынки. Сегодня я буду рассаживать, укоренять пасынки фиалок. Пасынки обязательно надо убирать, чтобы они не портили внешний вид фиалки, чтобы фиалка не тратила на них свои питательные вещества и поскорее зацвела. Иначе развиваться будут сами пасынки, все питание будет уходить в них, и серединка затормозится в росте. Фиалки будут не до цветения. Но если вы хотите как можно быстрее размножить фиалку, то такие пасынки можно укоренить. Сделать это можно как в воде, так и в грунте. Я буду укоренять сразу в торфе. Если укоренять в воде, нужно обязательно следить, чтобы точка роста была над водой, иначе пасынок загниет. Вот столько их у меня образовалось, точнее их было больше, но которые мне не нужны пасынки, я их не стала оставлять. Оставила только нужные мне ценные сорта. И на примере одной фиалки покажу поближе, как я снимаю пасынки. Вот такая у меня, например, детка. И у нее здесь есть вот такой пасынок. Вот он. Его нужно убрать. Я оставлять его не буду, укоренять. Просто его нужно удалить. Сделать это можно, чем вам удобней. Мне, например, нравится удалять с помощью пинцета. Например, я чаще пользуюсь им. Или же с помощью обычной ручки. Ей удобно снимать, она не острая. Если взять, например, зубочистку, ей можно повредить сам стволик, саму шейку. А ручкой я просто поддеваю аккуратно пасынок, заводим его аккуратно к основанию и отделяем.
вот такими вот расшатывающими движениями мы начинаем его отделять. Вот таким образом. Так, оставляем в сторону. Вот такой вот у нас получился пасынок. Пасынками, если размножать, быстрее розетка вырастет и зацветет, чем выращивать из листа деток. И к тому же передают сортовой окрас материнского растения пасынки. Это важно, если, например, это двуцветные фиалки, фантазийные сорта, пальчиковые окрасы, то пасынками лучше всего размножать. Сейчас я посажу пасынок. Сажать я его буду в торф. Он у меня уже увлажнен. Вот таким образом аккуратненько сажаем. Сажаем не глубоко, чтобы не заглубить точку роста. Вот она. И поставлю в тепличку. Все, таким образом пасынок будет укореняться. На этом все. Оставляйте свои комментарии. Если есть вопросы, будем их разбирать. Не забывайте ставить колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. И всем пока!